Дорогие друзья, добрый день. Прежде всего поздравляю всех с Днем молодежи. Этот праздник наполнен энергией юности, духом надежды, созидания, новых возможностей, устремлен в будущее. Замечательно, что он широко отмечается в нашей стране. Вижу в этом отражение той огромной, значимой роли, которую вы и ваши сверстники играете в жизни России. Вместе с вами при вашем активном участии страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед. Фестивали, посвященные Дню молодежи, сегодня идут во всех регионах. С особым чувством его встречают Омск и Пермь, города, выбранные молодежными столицами этого года. Конечно, здорово, что сам праздник, а это в том числе разнообразные лектории, мастер-классы, образовательные мероприятия проходят с максимальной пользой. Работает на построение единого, современного, повсеместно действующего пространства для самореализации и развития молодых людей. И сегодня мы вместе с вами открываем молодежные центры в самых разных частях России. В Дагестане и Карачаево-Черкесии, в Хабаровском крае, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. А в Херсонской области, и это, конечно, важно, знаковое событие, начинает работу резиденция арт-кластера Таврида с символичным названием «Счастливцево». Уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят, школьников, подростков и студентов, помогут им найти друзей, новые знания, встретить поддержку единомышленников и наставников. А значит, сделать шаг навстречу своей мечте, созданию условий, в которых каждый может по максимуму раскрыть свой потенциал. Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине 21 века. И именно вам, молодым людям, предстоит продолжать дело своих родителей, своих предков в самом прямом, широком смысле этого слова. Писать, созидать историю нашей Родины и ее будущих успехов и свершений. Напомню, что с начала этого года запущен новый национальный проект «Молодежь и дети». Он объединяет и развивает все лучшие наработки, аккумулирует в себе огромный спектр возможностей для самореализации. Отмечу, что сейчас в рамках программы «Регион для молодых» по всей стране открыто уже более 150 современных молодежных пространств. Причем, что очень важно, и в сельской местности, и в малых городах. А к 2030 году в рамках нацпроекта таких центров обучения, развития будет свыше 500. Хотел бы подчеркнуть, все наши проекты связаны между собой и охватывают ребят разных возрастов, всех возрастов. Такая преемственность, последовательность очень важна. Так, начиная с младших классов, ребятам искренне рады в движении первых. Оно объединяет уже более 11 миллионов человек. Школьники и студенты колледжей могут попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена». Те, кто учится в вузах, во всероссийском студенческом проекте «Твой ход». А для тех, кто уже готов реализовывать собственные инициативы, действует грантовая система. И, конечно, надежной опорой для всех, кто стремится к профессиональному, личностному, творческому развитию, стало возрожденное общество знаний. Что касается инициатив, мы видим, что именно молодые люди, их энергия, желание служить своему народу и стране – основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний. Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемирной поддержки. Знаю, как активно волонтеры в рамках движения «Мы вместе» помогают жителям Донбасса и Новороссии, Курской и Белгородской областей, других регионов. Порой, рискуя своей жизнью, отправляются в гуманитарные миссии в места проведения специальной военной операции. Участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К добровольческому движению с каждым годом присоединяется все больше молодых людей.
И, повторю, будем и впредь оказывать всемирную поддержку развитию волонтерства. Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры. Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству, в готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину. Не раз говорил, считаю чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться. Так, молодые участники программы «Время героев», получив уникальный опыт на передовой, уже сейчас возглавляют общественные организации для детей и подростков, приходят в профильные федеральные и региональные структуры. Дорогие друзья, своей неустанной энергией, инициативами, готовностью включиться в решение самых сложных задач вы, как и все наше молодое поколение, задаете общий темп движения вперед. Уже сейчас берете на себя ответственность за конкретные нужные людям преобразования. Превращаете в реальность то, что еще совсем недавно казалось лишь мечтой. Искренне желаю вам больших успехов. А мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались. Россия действительно страна безграничных возможностей. Хочу еще раз поздравить всех с Днем молодежи. И передаю вам слово. Начнем с Дальнего Востока. Пожалуйста, Хабаровск. Выступление Крутовой Виктории Кирилловны. Пожалуйста. Председатель Совета Первого. Прошу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Вика, мне 16 лет, и я из Хабаровска. Со мной Кирилл и Лиза. Здравствуйте. И сегодня в самом центре города мы открываем огромный молодежный культурно-досуговый центр. Очень классно, что его окна выходят на набережную Великой реки Амур. В нашем центре есть множество пространств, где каждый может найти себя. От карьеры до культуры. Но самое главное, что здесь открывается дом движения первых. Ведь раньше у первых Хабаровского края не было своего большого дома. Но теперь мы можем здесь собираться, устраивать встречи с интересными людьми, организовывать свои мероприятия и, самое главное, реализовывать добрые дела. Для нас с ребятами быть в движении первых – это значит постоянно развиваться и быть гражданами своей любимой страны. Для меня это очень важно, потому что мой папа является участником специальной военной операции. И, находясь дома, я хочу его поддержать. Мы с волонтерским отрядом плетем маскировочные сети, изготавливаем сухие души, а также занимаемся сбором гуманитарной помощи. Вообще, наше пространство мы с ребятами придумали все сами. Что и где будет находиться, а также что будет нарисовано на стенах. И чем больше подобных пространств будет появляться в нашей стране, тем больше возможностей будет у наших сверстников. Уважаемый Владимир Владимирович, я приглашаю вас к нам в гости в Хабаровский край, посетить Дом движения первых и новый культурно-досуговый центр. Вика, во-первых, хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им, и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна. И я хочу поздравить вашего папу, надеюсь, он услышит наш с вами диалог, с главным результатом своей жизни. С тем, что он воспитал такую дочь, как вы, которая, как вы только что сказали, будет использовать новые возможности в рамках движения первых для того, чтобы делать добрые дела. Вот я, когда вы говорили, хотел задать вопрос, а какие? Ну вот вы практически на это уже и ответили. Вот вы уже там посмотрели наверняка, что, как сделано. Может быть, есть какие-то идеи по поводу того, чего еще не хватает, и, может быть, есть смысл что-то добавить. Это было бы полезно и для других центров подобного рода. На самом деле мне хватает всего. Мне все нравится. У нас есть своя собственная библиотека, студия для записи подкастов, пространство встреч и все, что нужно для проведения здесь времени.
Хорошо. Ваши коллеги, так скажем, слева и справа от вас, хотели бы что-то добавить? Пожалуйста, ребят. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сухарь Елизавета, и мне 15 лет. Я считаю, что в нашем пространстве достаточно много реализации того, что может реализовать молодежь. То есть мы можем ходить по разным мероприятиям. Также я хочу рассказать про себя. Я являюсь волонтером Хабаровского края, и я веду также мероприятия в качестве ведущей. И когда-нибудь хочу воплотить свою мечту, чтобы провести мероприятие в Национальном центре России. Ну, я думаю, что это все реализуемо. Так нужно и сделать, нужно к этому стремиться. Я для себя тоже пометил то, что касается ваших планов. Спасибо и всего вам доброго, успехов. Давайте перейдем дальше в город Новый Уренгой. Пожалуйста, Черемных Полина Сергеевна. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы с ребятами открываем уже 5-ю арт-резиденцию на Ямале. И для молодежи здесь открываются большие возможности творческие. И это благодаря в том числе федеральному проекту арт-кластера Таврида. Пространства открыты уже в Таркасале, Лабытнанге, Ноябрьске и Салихарде. Наша станет самой крупной на Ямале. Городу Новый Уренгой в этом году исполняется 50 лет. И, конечно же, как не сейчас, сейчас мы особенно чувствуем ту преемственность поколений, вспоминая про то, как люди осваивали Арктику. Им в среднем было 24 года. И спустя полвека город также продолжает быть городом молодых, нести ту в себе энергию. Ранее это была энергия газа, сейчас у нас энергично развиваются творческие проекты, создаются вот такие пространства. Мы с ребятами здесь предусмотрели и спланировали множество залов для реализации всех наших творческих идей. Это и концертный зал мультиформатный, и зона коворкинга для образовательных мероприятий, это и студия звукозаписи, медиа-студия, пространство для кибертурниров и многое другое. Здесь есть все, 4000 квадратных метров для реализации всех творческих идей и инициатив. В Ямало-Ненецком автономном округе развивается сеть арт-резиденций, и за 2024 год у нас было реализовано 683 мероприятия, а участниками стали 63 тысячи человек. Это практически каждый 7-й ямалец был сопричастен к проектам сети арт-резиденций. Я как мама и жена, мама двоих детей и жена военнослужащего, участника специальной военной операции, понимаю, что творчество – это та сила, которая движет молодежь, которая способна донести смыслы, энергию и объединить вокруг себя целые сообщества. И мы, Ямал, лидеры молодежной политики, дважды становились финалистами молодежной столицы России. Нам, к сожалению, сложно конкурировать с такими городами, как Москва, Нижний Новгород, Омск и Пермь. И от лица всех малых городов хочу попросить вас, Владимир Владимирович, и команду Росмолодежи, чтобы появилась номинация для малых городов нашей страны, а их у нас больше сотни. Я думаю, все поддержат данную инициативу и примут участие в некой конкуренции дружеской, и мы поборемся за звание малой молодежной столицы. Таким образом, в 2026 году у нас будет 2 молодежные столицы, большая и малая. Предлагаем назвать номинацию «Город молодых». Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет. Но вот что пришло мне сейчас в голову, это то, что у вас такая активная семья, каждый на своем месте выполняет боевую задачу. Он на своем, а вы на своем. Почему? Потому что это действительно одна из важнейших задач страны. Поддержание необходимого уровня влияния на молодых людей, на их восприятие окружающей среды и прошлого, исторического нашего героического прошлого, настоящего и будущего страны. Только активная работа с молодыми людьми обеспечит
обеспечит будущее России. Это очевидная вещь, по-моему, с этим никто и спорить-то никогда не сможет, никогда и не спорил. Но что касается Ямала и того, что там происходит, думаю, что многие со мной согласятся. Ямал – это одна из точек роста, развития. Это видно, надеюсь, это видно и у вас. Раньше у нас все повторяли известного нашего ученого, который сказал о том, что будущее России в Сибири. Но теперь очевидно, что будущее России, в том числе, а может быть и в большем же смысле, за Арктикой, за освоением Арктики, которую мы активно начинаем осваивать. Но как можно осваивать Арктику без людей? Конечно, современные технологии дают возможность работать вахтовым методом и с помощью тех людей, которые выполняют определенные задачи вот таким образом. Но все-таки, несмотря на суровые условия, постоянное население в этих непростых условиях климатических все-таки нужно. А как там жить, если не создавать условий для жизни, в том числе и по так называемым креативным индустриям, так я понимаю, да, не создавать креативных пространств и пространств для творческого развития. Без этого современный человек уже жить не может. Поэтому я очень рад, что у вас это появилось, и не сомневаюсь в том, что вы будете это эффективно использовать для дела, использовать. Желаю вам всего самого доброго. Если кто-то из ваших коллег хочет что-то добавить, пожалуйста. Все? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я хотел бы сказать еще раз спасибо огромное за то, что открываются подобные заведения. Очень приятно осознавать, что молодежь здесь начала заниматься реально творчеством и искать себя. Спасибо огромное. Здорово. Я надеюсь, что использовать будете на все 100. И поздравляю вас с открытием этого центра. Пожалуйста, Маргарита Игоревна Парфенок, Архангельск. Здравствуйте, я являюсь участником движения российских студенческих отрядов. Владимир Владимирович, сегодня в Архангельской области настоящий праздник для трудовых отрядов. Мы открываем мультиформатное пространство создания студенческих отрядов Архангельской области, которое включает в себя выставочные и образовательные пространства. Теперь у нас есть свой дом для наших инициатив и идей, где мы можем реализовать нашу работу, добрые дела. Ну и, конечно же, здание открыто для всех молодых жителей нашей области. Для нас важно, что здание создавалось при нашем участии. Мы с другими бойцами отрядов принимали активное участие в проведении ремонта. Это и демонтажные работы, снос перегородок и стен во всем здании, частично отделочные работы и оснащение здания мебелью и инвентарем. Именно поэтому мы ощущаем здание по-настоящему нашим. Бойцы студенческих отрядов считают, что такой пример привлечения молодежи на этапе не только разработки концепции, наполнения, идей, но и, что называется, своими руками через труд подходит для тиражирования и распространения при ремонтах последующих объектов. Мы в РСО считаем, что труд крут, а молодежная политика – это про полезность. Я желаю, чтобы студенческие отряды всех регионов обрели такой же дом, как у нас, уютный и прогрессивный. Рядом со мной Михайлов Максим. Он является комиссаром трудового отряда подростков. Для ребят мы являемся наставниками. Вместе работаем на благо нашей страны и региона. Передаю ему слово. Добрый день. Я со своими друзьями развиваю новое и актуальное направление российских студенческих отрядов, направление трудовых отрядов подростков. Владимир Владимирович, Архангельское региональное отделение российских студенческих отрядов является одной из самых многочисленных организаций региона, насчитывающих более 2000 участников. Лично я занимаюсь помощью семьям бойцов специальной военной операции, а также помогаю в благоустройстве памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
Как сказала Маргарита, для нас очень важно иметь свой дом, каким для нас стало мультиформатное пространство СО здания. Я и мои друзья считаем, что это место станет точкой соприкосновения поколений российских студенческих отрядов, где ребята постарше и ветераны движения будут делиться с нами своим опытом, знаниями, традициями и историями из отрядного движения. Мы с ребятами из трудовых отрядов подростков считаем, что опыт старших товарищей – это очень хороший учитель. И в этом плане хотим сказать вам огромное спасибо, что оказываете внимание нашей вроде бы малой, но очень важной работе. Когда мы соприкасаемся с историей, культурой и прочими важными объектами нашего города, мы чувствуем свою причастность к истории нашего родного края и нашей огромной страны, что вызывает огромную гордость. Владимир Владимирович, хочу сказать, что мы с ребятами из трудовых отрядов подростков, пускай еще совсем юные, но мы хотим, готовы и жаждем развиваться и работать вместе со взрослыми, достигать новых успехов сами и двигать нашу страну вперед. Спасибо огромное, что помогаете нам в наших начинаниях. Я, как бывший рядовой боец студенческого отряда, очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность за счет важнейших направлений, которые сегодня для нашей страны являются наиболее важными и актуальными. И всяческих успехов вам, ребята, желаю. Очень хорошо, что у вас появился свой центр, мультиформатное пространство. А почему это мультиформатное? Чего такого там разного есть, интересного и полезного? Мультиформатным оно называется, поскольку содержит в себе достаточно много помещений. Это и учебные классы, это и студия звукозаписи, и даже актовый зал у нас есть. Наверное, поэтому и мультиформатное, очень много пространств. Понятно. Скажи, пожалуйста, Маргарита, а вот вы, когда работаете на стройках, я так понимаю, что вы когда перечисляли все подряд, то это практическая работа на стройках, вам зарабатывать что-то удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется? Конечно, удается заработать, и для студента достаточно достойно. Ну сколько вы за сезон зарабатываете? Ну, каждый год по-разному. Я вот буду уже выезжать 5-й раз, но в районе 60-70 тысяч возможно привезти за месяц. В сумме, то есть, достаточно много можно. 60-70 тысяч? Это за какой период? В месяц? В месяц. Маловато. Честно скажу. Маловато. Вот мы работали когда, да, мы зарабатывали 1000 и 1500 за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что, «Жигули» стоили 5000. Мы зарабатывали где-то 1000-1500. Это была такая поддержка. Некоторые студенты у нас эти деньги использовали потом, практически на протяжении всего года. Это была такая серьезная поддержка. Вы же там начальство, да? Вы же как командир отряда или что у вас? Верно. Сейчас в линейном отряде я являюсь командиром. Видите, но вы как командир должны позаботиться о том, чтобы с местными властями поработать над тему о том, где приложить свои силы для того, чтобы и пользу принести, и все-таки денежку заработать такую, которая помогала бы студентам, извините за простоту выражения, штаны поддерживать в течение года. Это неплохо. Надо обязательно этим заняться. И надеюсь, что руководители регионов, где работают студенческие отряды, тоже меня услышат и поддержат, ребят. Спасибо вам, всего самого доброго, успехов. Юсуф Зиад Анатольевич, главный специалист многофункционального молодежного центра Республика Дагестан. Прошу вас. Владимир Владимирович, здравствуйте. Привет. Карьеру свою начинал я с работы учителем в сельской школе. И в октябре 22 года направился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Службу свою начал в рядах
89-го саперного полка водителем Урала, а позже освоил профессию сапера, выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Владимир Владимирович, сегодня мы открываем многофункциональный молодежный центр Табасаранского района. Это мой родной край, куда я каждый раз с СВО в отпуск возвращаюсь к своим родным и близким. Мы с товарищами видим интерес у молодежи, у молодых ребят к истории и судьбе нашего района. И для нас большая честь и радость делиться с ними правдой. Площадка центра открывает большое количество возможностей и расширение такого диалога. Вместе с ребятами мы обсуждали сегодня, что открытие центра для нас это большой праздник и очень символично то, что мы это проводим в День молодежи. Еще 2 таких центра открываются у нас в районе, в других районах нашей республики. Раньше мы даже представить не могли, что такие возможности откроются у нас в районе. Благодаря центру поддержки идей молодых ребят мы реально чувствуем себя частью большой, великой страны. Владимир Владимирович, хотел бы поблагодарить вас, поблагодарить главу Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова, главу Табасаранского района Курбанова Магомеда Сиродждиновича за проявленный, за поддержку молодежи и особенно за поддержку участникам СВО. Владимир Владимирович, на сегодняшний день на СВО более 8 тысяч табасаранцев принимают участие. 4 из них получили Героя России. И более 1000 молодых ребят получили ордена мужества. Нам бы хотелось пригласить вас в Республику Дагестан. И были бы очень рады, если вы нашли бы время посетить наш Табасаран, родину, которая воспитывает, растит героев нашей страны. Спасибо. Юсуф Заведенович, спасибо большое за приглашение. Я правильно вас понял, что вы до сих пор выполняете боевые задачи в зоне боевых действий? Так точно. То есть вы служите? Да, на данный момент нахожусь в отпуске. Понятно. Но вы сказали, что вы получили квалификацию саперов. Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, саперы только 1 раз в жизни допускают ошибки. И она, как правило, первая и последняя. Да, дай Бог, чтобы вы человек наверняка верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил. И всех ваших однополчан, чтобы Господь прикрывал и мусульман, и христиан, и буддистов, и иудеев, всех наших представителей, всех наших религий, которые воюют, выполняют боевые задачи по разным направлениям. По разным направлениям. Это и саперы, это штурмовики, это летчики, военные моряки. Ну, всех не перечислишь. Это десантники, морпехи наши и так далее. Но это очень здорово. Знаете, я всегда мечтал о том, что вот процесс воспитания молодых людей приобретет именно такие формы, как сейчас. Когда люди, которые проявляют себя в реальной жизни, в самых сложных условиях, чтобы именно они оказывали влияние на воспитание наших молодых людей. И это вот у вас и происходит. Спасибо вам за приглашение. Вы знаете,
мое отношение к Дагестану особое всегда было, остается. Я очень люблю эту землю, людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства. А село большое, это село, смотрю, Хучни называется, да? Да, село называется Хучни. Здесь проживает порядка 5000 населения. Это центр нашего района, куда как раз таки с разных сел, со всего района собираются сюда. Поэтому... А как само село-то развивается? Все-таки это непростое дело развивать населенные пункты в горах. Оно сколько там? Оно высоко, оно в горах находится, да? Предгорная местность, да, развитие села, вообще в целом района, благодаря нашему главе проходит очень даже прекрасно. За последние годы открыто много футбольных площадок, многофункциональных площадок. Для молодежи уделяется большое внимание, тем более у нас молодежь просто более к спорту наклонение есть, и к спорту тоже уделяется очень большое внимание. В молодежном центре, который сейчас открылся, там что есть, что вы считаете наиболее ценным в этом молодежном центре? Открытые площадки, возможность прийти любому молодому, юному жителю района, поделиться своими идеями, поделиться, спросить, как правильно воплотить в реальность свою идею, свои мысли. Прийти они могут спокойно пообщаться со старшими наставниками, так же, как и я, приезжаю в отпуск, и у меня ни одного отпуска еще не было, чтобы приехать и не провести встречу со школьниками, с молодыми инициативными ребятами, с теми же, с кем я могу поделиться своим опытом, ну и рассказать про то, что им интересует. Ясно. Юсуф Зиядинович, вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Да, даже находясь в отпуске, вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию. Вам всего самого доброго, вам, вашим близким, односельчанам, ну и, конечно, тем вашим товарищам, с которыми вы вместе выполняете боевые задачи. Всего вам доброго. Обнимаю вас. До свидания. Удачи. Всего большое. Так, мы перемещаемся в поселок Кавказский. Так, молодежный центр «Новые перспективы». Анна Валерьевна Филимонова. Прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Аня. Я работаю в молодежном центре поселка Кавказский, и, если честно, до сих пор не верю, что говорю это прямо вам. Сегодня у нас здесь важное событие – открытие молодежного центра. Для нас, для сельской молодежи, это больше, чем просто здание. Это как будто появился свой дом для идей, встреч, инициатив, поддержки. Сегодня мы открываем центр «Новые перспективы». Это стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе «Регион для молодых», который проводится по вашему поручению с 2022 года. В рамках программы не только производится ремонт и оснащение оборудования молодежных центров, но и также реализуется широкий спектр мероприятий и проектов для молодежи. Это не просто программа на бумаге, это реально живая работающая система, которая дает возможности. Она дает уверенность, что твои идеи будут услышаны, что ты нужен здесь, дома. Поддержка на малой родине для меня личная история. В этом году я сама стала победителем грантового конкурса «Росмолодежь Гранты» со своим авторским проектом «Фестиваль сельской молодежи», который планируем провести в нашем поселке. В фестивале примут участие представители молодежи из поселков, сел и аулов Карачаево-Черкесской республики. Также со своей командой мы уже готовимся к еще одному проекту «Семейный фестиваль», потому что верим,
Поддержка молодежи невозможна без опоры на родных, без связи поколений. Молодежи важно чувствовать свое участие в развитии истории великой державы и своего поселка, который мы сами с ребятами создаем. Мы видим, как ребята начинают меняться. Они становятся активнее, инициативнее, увереннее. Год назад я даже подумать не могла, что у нас будет такое пространство и такая команда. А сегодня, в День молодежи, я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за эту великую гордость, за знание истории, за возможность заниматься созидательным трудом и до бесконечности любить свой родной край и родину. Аня, вот создание этого центра как поможет участвовать в мероприятиях такого регионального либо всероссийского уровня? У вас ребята как-то принимают участие в таких вот крупных мероприятиях, которые проводятся на уровне региона, там, республики либо страны? Да, конечно, мы направляем делегации, например, от своего района. Также мы активно принимаем участие в добровольческих акциях, как на уровне района, так и на уровне региона. Помогаем ребятам в зоне специальной военной операции. И думаю, что со временем у нас получится выйти, конечно же, и на федеральный уровень. Надо вот к этому стремиться. Вот обязательно подумайте, в каких мероприятиях такого общенационального масштаба могли бы принять участие ваши ребята. Да, вот вы проживаете в поселке, да, но это вот смысл и цель создания таких центров в том числе заключается в том, чтобы ребята, которые будут пользоваться услугами этого центра, чтобы они имели возможность подключаться к таким серьезным, большим мероприятиям на уровне республики и на уровне всей страны. Да, конечно, такая у нас работа проводится, и ребята, наши активисты, активно принимают участие во всех мероприятиях. Мы стараемся и стремимся, чтобы дать нашим ребятам возможность, чтобы они раскрывались. Точно. Вам всего самого доброго, успехов вам. Спасибо. Так, пожалуйста, Таврида Арт, Артемьева Ксения Вячеславовна. Пожалуйста, Генищинская. Владимир Владимирович, здравствуйте. Мы вместе с командой передаем вам привет из творческого молодежного поселка Счастливцево, который сегодня открывается в Херсонской области на берегу Азовского моря. По сути, это пространство станет филиалом нашего большого проекта «Арт-кластер Таврида», который сегодня знают во всех регионах России и даже за рубежом. Мы абсолютно точно убеждены, что новое пространство поможет активнее молодежи Новороссии и Донбасса вовлекаться в единый культурный и исторический контекст. Стараемся сделать для этого все возможное. Именно поэтому построили здесь настоящий поселок. Это и 51 домик для комфортного размещения участников, 2 большие творческие мастерские с различными студиями для возможности работать в сфере культуры и искусства. Это и жилой корпус для гостей и экспертов. В общем-то, вся инфраструктура, которая помогает молодым творческим командам расти, реализовывать свои собственные проекты и создавать нравственно ориентированный контент. Но еще немаловажно, это пространство позволит объединяться отрасли культуры и с другими отраслями. Образование, муниципальное и государственное управление, молодежная политика и многие-многие другие. Надеемся, что новый центр с таким, на наш взгляд, очень трепетным и говорящим названием «Счастливцево» позволит творческим ребятам из Новороссии и Донбасса, да и со всей страны, становиться счастливыми, а самое главное, реализовывать свои собственные проекты ради искусства и ради страны. Вот, Ксения Вячеславовна, а что больше всего вас радует и привлекает из того, что создано, и создает возможность для дополнительных каких-то активностей? Признаюсь честно, больше всего и меня, да и уверена, всю нашу команду радуют успехи наших ребят. Вот рядом со мной есть Сергей Нехаенко и Рита Герзмава. Это те ребята, которые уже сегодня достигают, реализуют свои собственные проекты, реализуют себя как творцы, как люди искусства. И наблюдать за их успехами – это, наверное, самое большое удовольствие, но и при этом самая большая ответственность. Ну, давайте дадим им слово и попросил бы их рассказать о том, что позволяет делать новый центр. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Для меня большая честь присутствовать здесь на открытии
этого уникального творческого центра. Меня зовут Сергей Нехаенко, я автор-исполнитель, артист, участник специальной военной операции. Так сложилось, что моя творческая жизнь неразрывной нитью связана с моим родным краем. Это Луганская Народная Республика, где, собственно, и начался мой путь от Дома культуры в моем родном городе Лутугино и до арт-кластера Таврида, которая сейчас дает мне неограниченные возможности, способствует тому, чтобы я развивался как исполнитель, как артист. Песни, которые были написаны мной на фронте, сейчас услышала вся страна. Они помогают и тем, кто ждет, и тем, кто защищает, вдохновляет нашу молодежь на достойные поступки. Ранее у нас в регионе новые креативные творческие индустрии были доступны лишь онлайн. Но сейчас появился этот центр, и мы считаем, что это ключ к развитию. Он принесет нам новые практики, мы сформируем сильнейшие творческие сообщества, к нам будут приезжать известные эксперты. И, конечно, это шанс для тысячи молодых творцов, для таких ребят, как я, реализовать себя в индустрии творчества. И мы считаем символичным в знак благодарности в День молодежи из Херсонской области сообщить вам о запуске всероссийской акции «Свет сердец страны» в поддержку бойцов специальной военной операции, приуроченной году защитника Отечества в России. И просим вас поддержать нас этой инициативой. Спасибо. Хорошо. Сергей Сергеевич, а рядышком никаких инструментов нет? Было бы очень жаль, если бы мы не смогли услышать что-то из того, что вы... Исполнить акапельно, если вы не давайте против. Давайте акапеллу. Песня «Высота» — это песня посвящается моим парням, посвящается нашей позиции. Она так и называлась «Высота». И эта песня является сейчас одной из самых популярных на фронте среди бойцов. Я пройду по дороге через огонь, сквозь окопы там насмерть врывались, и дойду до тебя, невредимый живой, к тому месту, где мы расстались. Затихает бриз на моей высоте, а пору смывает штормом. Поминаю тебя, прижимаясь к стене, я в сыром блиндаже холодном. Я разучился плакать на войне. Потери для меня теперь как данность. Не доверяю больше тишине. Скрываю свою боль и свою радость. Ты только обязательно дождись, и я к тебе вернусь с весною. Из последних сил храню любовь и жизнь. Спрячу, не отдам, укрою. Спасибо. Спасибо. Молодец, Сереж. Здорово. Спасибо большое. Это очень здорово, что наши молодые люди не просто проживают на территории нашей страны. Они и есть наша страна. Они ее создают, укрепляют. Мы вместе дышим одним воздухом, вместе думаем о будущем нашей страны. И вместе работаем на ее будущее. Да. Вот мне приятно, извините, мне очень было приятно, когда вы сказали, эта песня посвящается моим парням. Все они наши парни, и мои, и ваши. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Рита, и я представляю маленькую страну, но с огромной душой. Я представляю Абхазию. Буквально сегодня на Тавриде завершилась арт-школа «Маршруты Абхазии», участие в которой приняли 90 представителей республики. Это огромная возможность для нас показать то, что наша культура, искусство и гостеприимство зазвучали на новом уровне, еще громче. Я резидент арт-кластера Таврида, и я уже дважды участвовала как артист на главной сцене фестиваля, участвовала в проектах арт-кластера со своим материалом. И это огромная честь сделать такой большой шаг для артистов нового искусства моей страны. Я уверена, что с новым поселком Счастливцево
мы сделаем с вами новые шаги к открытию новых горизонтов, совместных горизонтов. Да. Очень хорошо, что и вы имеете возможность вот в таких форматах работать и творить вместе со своими сверстниками из России, ну и, конечно, в таком замечательном месте, как Геничинск. Мне кажется, было бы здорово, если бы мы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти молодежные контакты. И не просто контакты, а создавать условия для того, чтобы эти контакты были живыми, приносили бы пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и подчеркивали бы, укрепляли связи между Россией и Абхазией. Это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и для наших отношений. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете, наверное, каждый второй или каждый третий является гражданином Российской Федерации в Абхазии. Мы к этому относимся с особым чувством. Так что вам всего самого доброго. И здорово, что на наших новых, на самом деле, исторических территориях появляются такие центры для молодых людей. Они вливаются в общую работу по воспитанию, общую работу по развитию и каждого конкретного человека, региона и страны в целом. Я хочу всех вас, дорогие друзья, поздравить с сегодняшним праздником, с Днем молодежи. Поздравляю с тем, что теперь у вас появились такие центры, такие точки, где могут ребята собираться по интересам, заниматься своим любимым делом и привлекать к этой работе других ваших сверстников. Всего вам самого доброго, успехов и с праздником.